Британия готовится к войне, Лондон срочно перевооружается. Почему стране экстренно понадобился план сдерживания Москвы? Началась еще одна военная операция. США пошли на штурм. В конфликте появился новый крупный участник, и все может резко поменяться. Авиация поднята по тревоге. НАТО перехватывает российскую подлодку. Ситуация на грани взрыва. Что произошло дальше, расскажем. Президент готовит масштабное помилование, амнистия перед уходом с должности или все гораздо сложнее? Масштабный протест в столице, решающий день для страны и последний шанс для Орбана. Эксклюзивные кадры из Будапешта прямо сейчас. Об этих и других самых главных событиях воскресного утра 12 апреля. Правильный выбор оставаться с нами. Обязательно досмотрите это видео до конца. В эфире «Нехта», я Алексей Бурлаков. Поехали. Страна готовится к большой войне. Военная стратегия правительства не обновлялась с 1976 года. Британия готовится уже не к абстрактному кризису, а к сценарию большой войны. Новый документ должен охватить все – армию, полицию, больницы, промышленность, энергетику и обычных граждан. То есть страна должна быть готова не только к гибридным атакам, а к моменту, когда противник окажется уже на пороге. Нам нужно наращивать промышленный потенциал, чтобы иметь возможность перевооружаться. Нам нужно инвестировать в современные технологии, которые усилят наши силы дронами, использованием ИИ, этим гибридным сочетанием дорогих и дешевых систем, которое станет частью будущего. И именно это даст нам тот уровень возможностей, который в конечном счете будет сдерживать Россию. Именно это мы и должны уметь делать – сдерживать Россию, а не воевать с Россией. Британия хочет заново учиться холодной войне, но в современной версии с защитой электростанций, воды, связи и критической инфраструктуры. Обновлен состав участников войны в Иране. Страна, которая способна перевернуть шахматную доску. Китай, похоже, может тихо зайти в иранскую войну уже не только через дипломатию и нефть, но и через оружие. CNN со ссылкой на источники в американской разведке пишет, что Пекин может готовить поставки Ирану переносных систем ПВО. По этим данным, оружие якобы собираются проводить через третьи страны, чтобы скрыть следы. Если это правда, ставка резко растет. Такие комплексы опасны прежде всего для авиации, а значит, перемирие Тегеран может использовать не только для передышки, но и для укрепления своей защиты перед новым раундом войны. При этом официально Китай все отрицает. Параллельно медиа пишут, что Пекин через посредников подталкивал Иран к переговорам с США и пытается выглядеть силой, которая помогает удержать хрупкое прекращение огня. Пока это не выглядит как подтвержденная сделка по оружию, но уже выглядит как тревожный сигнал, что даже на фоне переговоров вокруг Ирана продолжается большая игра. Тегеран, как выясняется, далеко не разоружен. По данным американской разведки, даже после ударов США и Израиля у Ирана остаются тысячи баллистических ракет, а часть пусковых установок можно вернуть в строй, даже если они сейчас заблокированы или спрятаны под землей. Wall Street Journal пишет, больше половины таких установок выведены из строя, повреждены или застряли в подземных комплексах. Но это не значит, что угроза исчезла. Наоборот, в Вашингтоне боятся, что Иран использует паузу в войне, чтобы восстановить ракетный кулак. США уже не просто требуют открыть Ормуз, а начинают силой расчищать путь через него. Дональд Трамп заявил, что американские военные начали операцию по расчистке пролива и подал это как услугу всему миру, от Китая до Европы. Все это во время прямых переговоров США и Ирана в Пакистане. Издание Axios пишет, что несколько американских военных кораблей впервые с начала войны прошли через Ормуз без уведомления Тегерана, чтобы показать маршрут можно пробивать даже сейчас. Иранские медиа утверждают, что после предупреждения американские корабли якобы развернулись. При этом сами переговоры в Исламабаде идут именно вокруг Ормуза, замороженных иранских активов и условий более долгого мира. Ну а Трамп, судя по всему, занялся рекламой. Война в Иране, наверное, самая дорогая рекламная кампания для американской нефти. Огромное количество совершенно пустых нефтяных танкеров, в том числе одни из самых больших в мире, прямо сейчас направляются в Соединенные Штаты, чтобы загрузиться лучшей и самой легкой нефтью, а также газом, где бы то ни было в мире. У нас нефти больше, чем у следующих двух крупнейших нефтяных экономик вместе взятых, и она более высокого качества. Мы вас ждем. Быстрая загрузка и отправка.
Трамп отдельно давил на Иран из-за попыток брать плату с танкеров в проливе и дает понять, что Вашингтон хочет не просто сделки, а восстановления контроля над нефтяным маршрутом. То есть Америка сейчас продает сразу две вещи: дипломатию на переговорах и свою нефть на страхе рынка. Президент США, похоже, уже заранее думает не о красивом финале своего срока, а о большой зачистке для своих. The Wall Street Journal пишет, что он всерьез обсуждает массовое помилование сотрудников Белого дома и людей из своего окружения. Я помилую всех, кто приблизился к овальному кабинету ближе, чем на 200 футов. Звучит как шутка, но у Трампа именно такие шутки потом часто превращаются в реальное решение. И в его команде это уже начинают воспринимать всерьез. Трамп хочет заранее прикрыть своих людей от будущих расследований, допросов и возможных дел, если власть начнет меняться или давление усилится. Тем более он уже показал, что раздает помилование очень широко. Авиация НАТО перехватывает российскую подлодку. Шведские истребители обнаружили и сопроводили российскую субмарину в проливе Каттегат, который соединяет Северное и Балтийское моря. Шведские военные заявили, что дальше следят за ее маршрутом вместе с союзниками. Формально это называют рутинной операцией, но на фоне последних историй с подводной инфраструктурой и активностью российского флота такая рутина звучит уже совсем немирно. Накануне Британия сообщала, что больше месяца отслеживала 3 российские подлодки у критически важных подводных кабелей и трубопроводов в Северной Атлантике. Лондон говорит, что ущерба нет, но сам сигнал предельно ясный. НАТО все чаще ловит российские субмарины там, где проходит нервная система Европы, а значит Балтика и Северное моря все заметнее превращаются в еще один тихий фронт большой конфронтации. В ЕС назвали сроки вступления в Союз Украины, точнее, как долго еще Киев туда не вступит. Посол Евросоюза в Украине связала дату вступления с реформами. Кроме того, 90 миллиардов евро для страны, заблокированные Венгрией, таки будут, но не сразу. Брюссель уже не раз выбирался из похожих тупиков и выберется снова. Ну а пока Киев может открыть доступ к промежуточным траншам около 1,2 миллиарда евро за счет уже принятых законов. То есть сигнал из ЕС такой: поддержка никуда не делась, но скорость интеграции теперь зависит не только от войны, а еще и от того, как быстро Украина дожмет реформы. Думаю, что дата 2027 года была включена в обсуждение 20-пунктного мирного плана, который рассматривался некоторое время назад, а также во время трехсторонних переговоров с участием США и России. Не думаю, что Европейский Союз когда-либо официально одобрял эту дату. И тут Матернова сказала еще одну важную вещь, неприятную, но честную. Верховная Рада, которую любят ругать, работает в почти невозможных условиях. Для принятия обычных законов ей фактически нужно не простое большинство присутствующих, а сверхвысокий порог от формального состава парламента. При этом реформы все равно двигаются от энергетики до промышленного безвиза. Вывод жесткий, но ясный. ЕС не отказывается от Украины, 90 миллиардов не испарились, но путь к ним идет через политику, тяжелое голосование и очень медленный европейский торг. Венгрия входит в выборы как в политическую мясорубку. Снаружи все выглядит просто: Орбан против Мадьяра, но внутри система, в которой победитель может определяться не ночью после голосования, а даже через неделю. Здесь странная нарезка округов, бонусы победителям, компенсационные голоса и правила, из-за которых партия может взять больше голосов и все равно не получить власть. Добавьте сюда еще тотальное недоверие к опросам, огромный процент отказов отвечать социологам и рекордное число голосующих за границей. Наша группа работает в Будапеште, чтобы сообщать вам все детали избирательного процесса, исторического не только для самой Венгрии, но и для всей Европы. Наши коллеги поговорили с венгерским экспертом по выборам. Он помог понять особенности местной избирательной системы и почему голоса из регионов для результата важнее голосов жителей городов. Есть меньшие и большие округа, и тенденция такая, что меньшие округа с населением около 55-60 тысяч — это провластные округа, тогда как более крупные округа, склонные к оппозиции, имеют в среднем около 80 тысяч человек. Поэтому даже небольшое преимущество Тисы над Фидес может быть нивелировано системой округов.
Страна уже кипит. В Будапеште перед выборами прошел масштабный антиорбановский митинг-концерт, где молодежь скандировала «Русские домой», лозунг из 1956 года, когда венгры поднимались против советского сапога. Это уже не просто кампания и не только спор о партиях, это драка за то, останется ли Венгрия в орбановской модели еще на годы или попробует вырваться. По опросам у Мадиара есть реальный шанс выбить Орбана, но даже если это случится, настоящая схватка только начнется. Без конституционного большинства быстро сломать систему, которую Орбан строил 16 лет, будет почти невозможно. Ни в 2014, ни в 2018, ни в 2022 году у Орбана фактически не было реальных соперников. Я думаю, это последний шанс его победить. И если он останется у власти, Венгрия уже не сможет развернуться обратно и окажется в российской сфере влияния. Продолжаем следить за тем, что происходит в Венгрии, как проходят выборы в парламент. Наша группа работает на месте, и все детали оперативно будем сообщать вам. Вскрыли не просто коррупцию, а целую земельно-бетонную империю. Суд в Краснодаре забрал активы бывших депутатов Сергея Фурсы и Алексея Сидюкова на 81,5 миллиард рублей. Это больше 500 объектов недвижимости, 139 участков и доли в 81 компании. По данным суда, у Сидюкова изъяли активы на 62,5 миллиарда, у Фурсы более чем на 19 миллиардов. Самое показательное, как это объясняет прокуратура. До 2012 года их бизнес приносил меньше 10 миллионов рублей в год. Потом, как утверждает следствие, после прихода во власть и связи с бывшим вице-губернатором, активы начали раздуваться до фантастических масштабов за счет земли, влияния и коррупционных схем. История простая и очень русская. Сначала чиновники годами наращивают частное царство, потом государство приходит за ним как за своим. А в прошлом выпуске мы рассказывали вам о том, что в Вашингтоне, похоже, пытались дожать ситуацию всеми картами сразу. Что из этого сработало? Параллельно в Москве начали прогревать еще одну цель. Пропаганда все громче рисует угрозу и готовит почву под новую агрессию. И внутри самой России трещат рейтинги, поддержка режима проседает, и Кремль снова ищет способ быстро поднять градус. И еще один удар по россиянам. Из одного из самых популярных направлений релокации пошла волна депортаций. Если еще не видели, обязательно посмотрите, а мы встретимся с вами уже вечером.